Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов
за рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности. Эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Позади остается еще один год. Год радостных и трагических событий. Год трудных решений. И все-таки то, что совсем недавно казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни. В стране появились заметные элементы стабильности. Это многого стоит. И для политики, и для экономики, и для каждого из нас. Мы собрались наконец вместе и собираем Россию. Мы поняли, как дорого дается и как высоко ценится достоинство страны. Хочу пожелать вам того, чего обычно желают своим родственникам и друзьям. Здоровья, мира, благополучия. Для России в целом этот год был успешным. И во внутренних делах, и во внешней политике. И каждый его день все больше отдалял нас от трудного времени экономических и социальных потрясений. К России стали относиться с большим доверием и уважением в мире. Нас стали лучше понимать. Оказалось очевидным, что последовательная борьба России с террором продиктована не только нашими национальными интересами, но и его глобальной опасностью. В уходящем году, к сожалению, не все граждане нашей страны стали жить лучше. И не все пока могут добиться этого сами, без поддержки общества и государства. Я желаю всем гражданам России прежде всего благополучия. Дорогие друзья, прошел еще один год. Хочу пожелать вам исполнения желаний, чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали. Особенно отрадно, что в уходящем году у нас родилось больше новых граждан России. Больше, чем в прошлом. И это хороший знак. Значит, люди в нашей стране увереннее смотрят в будущее. Я желаю вам, чтобы все намеченное обязательно получилось. Задуманное сбылось. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Все наши приоритеты связаны с интеллектуальным и духовным развитием человека. Раскрытие возможностей каждого, улучшение жизни людей – это главная задача, главная внутренняя сила развития России. Должен сказать, что уходящий год был отмечен и драматическими для нашего народа событиями. И даже сегодня, в новогоднюю ночь, мы обязаны вспомнить об этом. Грядущий 2005 год для всех нас особый. Год 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Это великий праздник для нас, для всех народов, с которыми мы связаны общей судьбой. Я бы сказал, историческим родством. И какие бы личные планы мы ни строили, каждый из нас знает, они напрямую связаны с благополучием и успехом нашей России. У нас большие, очень серьезные планы в экономике и социальной сфере. Мы будем укреплять обороноспособность России и в самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан. И мы сделаем это. Новый год.
Для каждого из нас это особое торжество. Это праздник мечты. И всех нас, таких разных, сейчас объединяют надежды на добрые перемены. Объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя которой – Россия. Мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов. Это стало возможным благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны в последние годы. Мне бы хотелось, и мы сделаем все возможное, чтобы результаты, которых мы достигли в экономике, привели к серьезным положительным изменениям в жизни каждого конкретного человека. Чтобы меньше стало бедных. Наша задача в том, чтобы молодые люди получили современное образование, нашли достойное применение своим талантам и способностям, чтобы были здоровы. Мы создаем условия для развития духовности и культуры, образования и науки, тех ценностей, которые и будут по-настоящему определять развитие России в будущем. Уважение к людям старшего поколения – признак зрелости любого общества и его устойчивости. Государство обязано и будет поддерживать и помогать людям старшего поколения. Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей. Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа. Дорогие друзья, совсем скоро новый 2009 год войдет в наши дома. Хочу без долгих вступлений поздравить всех вас с самым любимым праздником. Праздником, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было всякое. Счастье и разочарование, радости и потери. И в этом году наша Родина прошла через драматические испытания. Прошла уверенно и достойно. Благодаря вам, ее гражданам. Убежден, что какие бы трудности ни ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться. И государство сделает для этого все необходимое. Уходящий год был не самый простой в жизни нашей страны. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе умеем держать удар и преодолевать трудности, а значит, будем двигаться вперед, создавать сильное и современное государство, устойчивую и умную экономику, делать все, чтобы жизнь каждого человека стала комфортной и безопасной. Наступает год 65-летия Великой Победы. Наш общий долг – заботиться о тех, кто воевал за нашу свободу. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. У нас богатая и древняя история. И мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия – молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет. Для государства это не возраст. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Теперь и от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. Стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа, где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Мы провожаем уходящий год. Он был непростым.
но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия. Именем, прославленным деяниями наших великих предков, которые смогли на протяжении веков собрать огромную и очень сильную державу, создать великую страну. И наш долг – сохранить ее. Построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать. И все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда. А оно, как говорят, иногда случается. В минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний. В том числе таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошел испытания стихии, но не может пока отметить праздник в собственном доме. Дорогие друзья, мы склоняем голову перед жертвами жестоких терактов. Уверенно, жестко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения. Мы поддержим всех пострадавших, сделаем все, что было запланировано, восстановим и построим все, что намечено восстановить и построить. В то же время мы многого добились в уходящем году. Наша страна в чем-то стала лучше, богаче, удобнее, настойчиво отстаивает свои интересы в международных делах. И поэтому сегодня мы, несмотря ни на что, искренне радуемся наступлению Нового года. Встречаем его с надеждой и мечтами о будущем. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Искренне верим в лучшее, в удачу и успех. Дорогие друзья, в наступающем году нам многое предстоит сделать в экономике, в улучшении жизни людей, для обеспечения их безопасности. На самом высоком уровне провести Олимпийские и Паралимпийские игры, до которых осталось чуть больше месяца. С новым 2014 годом! Россия! Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории. Еще несколько лет назад Олимпийские игры в Сочи воспринимались как мечта. А она не просто сбылась. Мы не только подготовили и провели лучшую в истории зимнюю Олимпиаду, но и победили в ней. В этой победе заслуга всех граждан нашей страны. И самих олимпийцев, и тех, кто их поддержал. Особо хотел бы поздравить с праздником тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах, проявляя при этом волю, решительность, твердость характера. В уходящем 2015 году мы отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером. Они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы. Давайте пожелаем друг другу успехов, радости и счастья. Поблагодарим друг друга за понимание и поддержку, за участие и чуткость. И обязательно произнесем тост за процветание и благополучие России. 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас.
побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное, мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой России успехов и процветания. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встрече Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселится в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом!
нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему.